Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы рассмотрим такую проблему, как 3D ручка детская нашего Артема перестала захватывать стержень. Стержень у нас мы купили вот такого образца. Диаметр подходит. Много цветов. Диаметр 1,75 мм. Но ручка отказалась их втягивать. Сначала мы думали, что виноваты стержни, но оказалось, что виновата ручка. Ручка у нас 3D Printing Pen NWT2. Очень распространенная ручка, хорошо писала. Она в такой хорошей упаковочке. Но вот проблема возникла. И Тёма пришел к нам, попросил ее сделать. Будем делать. Вот его поделки есть небольшие. Значит, с чего же начнем? Я заглянул сюда фонариком и увидел, что здесь торчит кусочек фиолетового цвета. Значит, осталась трубка внутри. Эту трубку для того, чтобы достать пластиковую, необходимо взять набор отверточек крестообразных и начнем разборку. Для начала необходимо открутить крестообразной отверткой один шурупчик, который находится под ручкой. И здесь мы видим трубку, в которой находится стержень, который оплавился. Скорее всего, где-то оплавился здесь, но здесь его не забирает уже моторчик. Теперь необходимо открутить крепеж, который крепит к плате эту трубку. В некоторых моделях она прозрачная, ее и мягкая, ее можно легко поддеть и вытащить, но в этой модели это невозможно, поэтому нам необходимо будет снять весь блочок подающий и питающий эту ручку. Откручиваем шурупчик, который фиксирует этот блок подающий. И теперь необходимо аккуратно поддеть здесь маленький зацепчик, здесь ямочка, так чтобы ничего не повредить, и открыть ее. Аккуратненько поддеваем. Это может быть или нож, или плоская отвертка. Стараемся здесь не поломать ничего. Слегка поддеть, главное. И после этого с помощью даже такого шпателька или пластиковой карточки, если у вас есть, аккуратненько будем поддевать дальше. Нам необходимо, чтобы весь этот блочок вышел из зацепа. Проводим вдоль крепежа. И вот здесь вот, возле провода ввода, есть такой выступ. Все, у нас блочок уже в руках. Тянем его на себя аккуратно. Вот оно туго немножечко. И вот стержень, который нам нужен, остался здесь внутри. Теперь необходимо подключить блок управления ручкой, нагревательный элемент, до платы и включить ее в сеть, чтобы нагреть эту штучку, и она вытянулась. Поэтому мы подключаем два разъема. Разъемы здесь не перепутаешь. Один на 3 провода, второй на 2 провода. И вставляются они строго в одном положении. Подключаем. У нас с него сегодня снимает видео наш маленький помощник, который поломал эту ручку. Зовут его Тёма, да? Теперь берем блочок питания, подключаем ручку в сеть и ждем, пока она наберет необходимую температуру 230 градусов, потому что у нас здесь АБС паста. Итак, подходим к розетке, включаем розетку и ждем, когда она наберет температуру. Тёма, что нажимать, чтобы заработала температура? Надо настроить монту, что Вадик пришел. Ага. Ну, здесь температура сейчас нагреется, наверное. Надо нажать кнопку, чтобы... Ну, сейчас большая температура. Сейчас большая? Какую кнопку нажимает он обычно? Вот этой кнопки, да? Да, чтобы выставить какую-то здесь надо выставить температуру. Ну, нажать кнопку впереди. А где кнопка? Это питание? Это кнопка включения, да? Не вот это. Надо вверх. Так. Нажать эту переднюю кнопку, вот эту. Какую кнопку? Вот эту вот. Вот эту нажать? Да. Нажимаем. Надо держать ее.
Ну, Должна пойти температура нагрева. Так, сейчас нам надо не пошла держать, температура нагрева. не Всё. держать то, что отпустить надо еще. То, что взять и отпустить. Потом забирает температуру. Когда Вот теперь, же когда не будет говорит. температура 230 градусов, мы слегка протолкнем вперед и назад этот шнур. Вот она нагрелась, всё, зеленая. зелёненькая Все, мы немножечко подталкиваем вперед, оп, и выталкиваем лишнее и назад. Ой. Вот она вся вышла ненужная гадость, которая нам мешала работать. Угу. Отключаем ручку из сети. Сейчас стынет. Она остывает, и после этого можно собирать ее в прежнем порядке. Осторожно, потому что здесь нагревательный элемент, который можно обжечься, поэтому бережем Еще руки. можно его поломать, он самый хрупкий. И он хрупкий. Как сказали Тёме в магазине. Отсоединяем. Берем, отсоединяем весь блок управления для того, чтобы подключить аккуратненько, чтобы не повредить разъемы. Так. Смотрим, чтобы кнопки все были на своих местах. У нас немножко кнопочка здесь сместилась, поэтому ее нужно поправить. Нажимная. Вот. Все на своих местах. Поправляем вообще немножко кнопочку температурную, чтобы она потом при сборке не перекрутилась. Потому что это любимая Тёмина ручка, и он любит ей что делать? Рисовать. Рисовать. И он очень расстроился, что ручка перестала работать. Пропускаем провода. После того, как заходит трубочка, не забываем пропустить провода, потому что они будут придавлены разъемом, блоком питания. Так, аккуратно ее вставляем в нагревательный элемент и прижимаем сначала верхнюю часть, чтобы оно зашло, защелкнулось, и потом нижнюю. Вот оно стало на свое место. Теперь необходимо закрутить шурупчик, который держит блок питания и подающий элемент. Здесь хорошо пригодится пинцет, но у нас его под рукой нет, поэтому будем крутить отверточкой, еще и погнутой. Аккуратно затягиваем. У нас сегодня как раз Новый год, на улице стреляют. Как раз 12 часов ночи. И сейчас мы пойдем с Тёмой праздновать. Теперь подсоединяем элемент крепежа. Трубочки на место. И можно подключать разъем, который идет к плате управления. Один и второй. Вот хорошо сегодня стреляют. До упора. Стараюсь ничего не повредить. Аккуратненько проворачиваем. И после этих манипуляций можно ставить на место крышку защитную. И здесь прикручиваем уже обычным саморезом. Таким образом. После этого можно взять новую полоску какую-то, что Тёма уже использовал, открыл. И попробовать запустить ручку. Теперь подключаем сеть, блок питания. И на улице хорошо стреляют. Так. Сильно даже. Что дальше, Тёма, надо делать? Надо бумага еще. Там бумага комплект есть. Бумага. Нам нужна бумага? Да, там бумага. Сначала нам проверить, как работает эта паста. Пускает или нет, да? Ну, Нажимаем вот это сначала. Нажимаем, берем. Это что называется? Как это? стержень. Стержень. Может, ты сделаешь? Я тебя сниму. Хочешь? Давай. Ты с мастером меня. Сейчас снимать буду хозяина. Хозяин, проверяй. Наливаем ручку, теперь вставляем туда пасту. Покажи, Тёма, как это делается. Заходит? Да. Чуть-чуть. Потихоньку. Тёма доволен, что заработал? Угу. Он был очень недоволен, когда все сломалось. Температура 235 градусов. Это то, что нужно для пасты АБС. Вот она уже почти автоматически задвигается.
внутрь. Когда она задвинется, уже будет понятно, как она работает. О, полезла. Так, теперь Сейчас выйдет можно синяя. рисовать. Давай порисуем, что нарисовать. Вот. Так, сейчас мы проверим, как она рисует. Давай, Тёма, попробуй. Рисует, все хорошо? Как и раньше? Да. Так, все, теперь выключаю, как положено, так и вытягивай эту трубочку. Как надо выключать? Натягивай. Нет, сначала надо вытягивать трубочку, да? Вынимаешь трубочку, нажимаешь кнопочку, Сначала вытянуть. вот эту надо. Нажимай, она сейчас выйдет. Выезжает? Да, до этого еще ножницы понадобится, чтобы отрезать кончик там. Выезжает трубочка. Все, а теперь что надо делать дальше? Вытянули. Выключать на розетки, да? Угу. Выключаем все детки. Ничего не шутит. Так. И ложим, чтобы оно остыло, так? Или сразу надо дать? Но ничего, но потом. Потом, все. Значит, ручка заработала. И можно делать дальше поделки. Он может делать такие поделки. Покажи свои поделки. Это поделка 2019. Вот Тёма сам делал. Это что? Солнышко. Солнышко. И теперь у него большой план действий, потому что в этой коробке у него целая куча еще осталась трубочек, которыми он будет рисовать. Вы были на канале Дело мастера. Поите. Смотрели видео о том, как вытащить пасту из 3D ручки, если она там застряла. И никогда больше не оставляйте ее до конца, потому что она запаяется и вы не достанете. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока. С Новым годом! Сейчас ровно 12 часов, и у нас случилось чудо. Ручка сделана. Всех с Новым годом! У нас недели Ура! подряд, и мама нас снимает в конце. Все, пока.